This one? So what I suggest translate simultaneously to the this one, and then I will translate it in substance. Is that okay with you? Yeah, it looks like the only yes. Yes, exactly. I will be doing it for that because that will all show the distance. Yes. Yeah. Okay. You have to talk. Well, Speak for yourself. So. Доброе утро. Слышно меня? Уважаемые коллеги, давайте начнем наше мероприятие. Я хочу представить наших уважаемых гостей. Сегодня к нам любезно согласились приехать президент Международной организации по стандартизации Джона Уолтера и генеральный секретарь ИСО Серхио Мухика. Для нас это знаменательный день и еще одна возможность продемонстрировать близость международной стандартизации для наших компаний, для наших специалистов. Нам иногда кажется, что Женева это где-то очень далеко, что все, что мы знаем, никто не хочет слышать. И что нет других наших коллег, экспертов в других странах мира, с которыми можно было бы серьезно обсуждать наши вопросы, связанные со стандартизацией и другие технические вопросы, которые помогают нашим компаниям конкурировать друг с другом по всему миру. И я надеюсь, что наши друзья из Женевы, это, наверное, не совсем корректно говорить, потому что Джон из Канады, а Серхио из Чили. Женева – это всего лишь штаб-квартира ИСО. Но я надеюсь, что сегодня наши уважаемые друзья докажут обратно, что ИСО находится на расстоянии вытянутой руки и всегда приветствует любые инициативы. И двери ИСО всегда открыты для технических экспертов по всему миру. И ИСО зовет Россию для активного участия. Поэтому у нас будет работа построена таким образом, что будет сначала небольшая презентация, начнет Джон, продолжит Серхио, и у нас будет время вопросов и ответов. Поэтому я прошу, чтобы вы не стеснялись задавать вопросы. И я надеюсь, что будет интересная дискуссия. John, floor is yours. Does that work? Это работает. Well, thank you very much, everyone. It's a pleasure to be here. Appreciate the very kind welcome from Mr. Abramov on behalf of the organization. Большое спасибо всем. Мне очень приятно быть здесь, и я благодарен за гостеприимство господина Абрамова, которое мне оказал от имени всей организации. For me personally, it's a great honor and a great pleasure to be in Russia. I am an amateur historian, and I have followed Russian history for going back centuries. So if we have time, let's sit down and we'll talk about the Soviet Union and maybe the Tsars of the 1800s and those kinds of events. But today we're going to talk about something much more important, about ISO and Russia.
И мне лично, для меня это огромная честь и мне чрезвычайно приятно здесь находиться, потому что я для собственного удовольствия изучаю историю, и мы здесь с вами можем сесть и изучать целые столетия, и историю Советского Союза, и 19 век, царей и прочее. Но мы здесь для того, чтобы обсудить нечто гораздо более важное – ИСО и Россию. I'm going to speak very briefly about the ISO system, about the organization itself, and then Sergio will talk about some of our strategies and how we're implementing those. Я кратко расскажу о системе ИСО, немного скажу об организации, а Серхио, он расскажет о нашей стратегии и как мы претворяем нашу стратегию в жизнь. Which one to change this slide? Как можно слайд поменять? Can I do it here? Я могу отсюда это сделать? Что, поставить просто? I can see. Are you going to move it or do you want me? No? Okay. So that's what the organization looked like when we started 71 years ago. Вот как выглядела организация, когда мы начали нашу деятельность 71 год назад. And at that time, Russia was a founding member of ISO. И тогда Россия была одним из членов организаторов ИСО. Oops. That's what we look like now. А вот как мы выглядим сейчас. A much different organization, multilateral, multicultural, from every part of the world. Совершенно другая организация, многосторонняя, в деятельности отражено много различных культур, различных частей света. So within the ISO system, and I don't want to spend a lot of time on this because I hope that you are already aware of a lot of this information. И система ИСО, но я не буду много времени на это тратить, потому что я надеюсь, что вы уже знакомы с этой информацией. But the organization really consists of three separate sections. Организация состоит на самом деле из трех отдельных частей. ISO has all types of organizations at all levels of development from all parts of the world. В ИСО все типы организаций на всех уровнях развития со всех концов света. Most important is the 163 member countries. Самое главное – это 163 государства-члена. GOST R is ISO in Russia. You are ISO here for us. А вы здесь ИСО в России. Вы здесь ИСО для нас. You are very much an integral part of the system. We need you, we depend on you, and we hope to help you do more within the system. И вы та часть, которая полностью интегрирована в систему. Вы нам необходимы, мы зависим от вас, и вы часть системы. You all know that ISO brings together experts from industry and government and academia to develop standards. Вы все знаете, что ИСО привлекает экспертов из отраслей, госорганизаций, ученых для того, чтобы разрабатывать стандарты. The third part of the system, of course, is the ISO Central Secretariat staff in Geneva, who provide support to all of the member countries around the world. И третья часть – это, конечно, центральный секретариат ИСО в Женеве, который оказывает содействие всем государствам-членам во всем мире. Just quickly, you can read this later. This is the structure of the governance of the organization.
И быстро вы позднее можете прочитать эти материалы. Это структура управления организацией. The General Assembly is the ultimate authority of ISO. Генеральная ассамблея – это тот орган, который принимает окончательные решения. ISO Council is made up of 20 countries. Совет ИСО 20 стран. 6 of those countries are permanent members. The Group 1 members are permanent members of ISO Council. И 6 из этих стран – это постоянные члены Совета ИСО. And the other 14 members rotate as they are elected to positions on council. И остальные 14 стран по принципу ротации, когда выбирают представителей стран, они представлены. It's very clear that on the left of this chart, it shows the President's Committee and the Standing Committees, advisory groups. I assume you're already aware of that information. И здесь слева комитет президента, консультативные комитеты. Я уверен, что вы знакомы с этой информацией. So I don't plan to spend any more time on this. I think it's pretty well known to all of you. If you have questions, then we can talk about that a little later. But that's what I would say, giving you an overview of the governance of the organization. И я не хочу больше времени на это тратить, потому что если у вас возникнут вопросы по этим моментам, вы позднее их сможете задать. Но вот это то, что я хотел сказать о управлении организацией. And then I'll turn over this section to Mr. Mujica to carry the rest of the presentation. И господин Мухика сейчас расскажет оставшееся. Я ему предоставлю. Good morning. Доброе утро. Ladies and gentlemen, colleagues, friends. Господа, коллеги, друзья. Sorry, I cannot stand for the full presentation. I had a little accident skiing during the Christmas holidays, but it did not prevent me from coming to your beautiful country and spend time together with our ISO president. Да, и, к сожалению, я не смогу все время стоять, потому что у меня небольшой со мной случился несчастный случай, когда я катался на лыжах во время Рождества, но тем не менее это меня не остановило. Я смог приехать в вашу красивейшую страну и посетить ее с нашим президентом. I'm so happy to be here. Russia is not only a founding member of ISO, but is also a very important member within the system, and you represent a very important portion of the world as well. So when we say that Russia is important for us, we're also talking about many other countries that work very closely with you. We need you, we need more of you. И я очень рад быть здесь, в России, не просто потому, что Россия одна из стран, которая основала организацию, она очень важна для системы, и это важнейшая часть мира для нас. Это не просто ваша страна, это многие другие страны, которые работают с вами. So a few words about our ISO strategy. Несколько слов о стратегии ИСО. Have you seen it? Have you ever read the ISO strategy? Вы читали когда-то стратегию ИСО? Видели? It is available in the ISO website in Russian. So no excuses. На сайте можете найти, на сайте ИСО на русском языке. Поэтому обязательно надо прочитать, изменения не принимаются. And I really do hope that you will manage to read it. It's a short document, but it reflects the strategic directions and priorities of our organization. Я действительно надеюсь, что вы прочитаете, справитесь с чтением этого документа. Короткий документ, но там есть направление движения, приоритеты того, что делает организация. The strategy goes for a 5-year period. It goes from 16 to 20. And as you all know, we are just beginning 2019. That means that we have 2 more years with the current strategy, which means 40% of that strategy. So it's still time.
И стратегия рассчитана на 5 лет, с 2016 по 2020 год. Ну вот вы видите сейчас 2019, осталось практически 2 года, еще 40% можно сделать, время еще есть. So here is my first message and request for you. И здесь это мой первый посыл, месседж, первая просьба по отношению к вам. Even if we have 2 more years with the current strategy under the leadership of our president, we are going to start already planning for our next strategy. And the process will start now in February in the next council meeting in Geneva. И хотя у нас осталось еще 2 года по исполнению стратегии, существующей с нашим президентом, но мы уже начинаем планировать нашу следующую стратегию. И начинаем мы уже будет встреча комитета в феврале этого года. After the presentation, we will have the opportunity to have an exchange of view, and I would really like to hear from you about your needs, about your priorities, about your vision for our organization, because we do want to include that in our next ISO strategy. И после презентации мы будем беседовать, и мы бы хотели во время во время обсуждения услышать о том, что вам требуется, о ваших потребностях, о ваших приоритетах, о вашем видении, чтобы учесть это в создании стратегии ИСО. So a few words about the current strategy. As you can see in red, that's the first strategic direction, which is also the ISO vision, what we want for the organization. And that is international standards or ISO standards used everywhere. И сейчас существующая стратегия выделена красным. Первое направление, первый приоритет – стандарты, международные стандарты, которые должны использоваться везде. We can produce beautiful standards, very sophisticated standards, but if they are not used, we are not being relevant as an organization. That's why this is so important. И мы можем изобрести стандарты очень красивые, очень сложные, но если они не будут использоваться, значит, как организация мы просто не нужны. Это очень важно. The second strategic direction has to do with good quality or high quality standards developed in a timely manner. That means that for us it's important not only what to do, but also how to do it. Because when we develop our international standards, we follow the principles established by the World Trade Organization. We work in an open manner, in a transparent manner, and we work by consensus. We don't impose anything. We build that consensus. That's our way to develop standards. И второе стратегическое направление – это создание высококачественных стандартов, создание вовремя и быстро. Важно не только, что мы делаем, но как мы это делаем. И мы все, что создаем, мы создаем в соответствии с рекомендациями ВТО. Все открыто, прозрачно, на основании консенсуса. Мы не навязываем то, что мы делаем, мы стараемся добиться консенсуса. And at the same time, when we create our standards, we need to make sure we do it in a timely manner. It takes time to develop an international standard, in average around 3 years. And that's fine, because building consensus is not easy. But we need to be aware that responding in timely manner is essential for the system to be successful. We need to make every effort to develop our standards quickly. В то же самое время мы не должны забывать, что все это должны делать достаточно быстро и достаточно вовремя. Да, время требуется 3 года в среднем на разработку международного стандарта. Это нормально, потому что надо еще добиться консенсуса, что достаточно нелегко. Но если мы не сделаем вовремя,
мы не добьемся успеха. So I will leave you with some homework here to read the rest of the strategy. And now I would like to talk a little bit about the current priorities we're working on. И сейчас вам будет домашнее задание прочитать стратегию, то, что осталось прочитать, а я сейчас расскажу о существующих приоритетах. First of all, virtual standard development. Во-первых, создание стандартов для виртуальной системы, виртуальных стандартов. Normally we do our work in technical committees in a face-to-face meeting. But today, with the technology we have, we can explore new approaches, and we have developed the process and created the technology to have a fully virtual standard development process. We are currently conducting a pilot project with one technical committee and to see how that works. And if that experience is successful, as we hope will be, then we can expand to other technical committees. So this is something for you to bear in mind. The future is there, the virtual standard development, and maybe one technical committee led by Russia, by you, would also be part of this pilot experience. So for you to think about it. Да, и обычно технические комитеты встречаются, у них очные заседания, но современные технологии уже помогают использовать новые подходы, и можно использовать виртуальные приемы обсуждения работы технического комитета. У нас сейчас есть пилотный проект, который мы надеемся будет успешным, и мы надеемся, что в будущем комитет, работы которого будет руководить Россия, тоже будет участвовать в пилотных проектах использования виртуальных технологий. Second key priority here is project management. We know how to develop a standard, but many times we do not consider that managing the standard development process is quite demanding and difficult. So we need to apply modern technologies to make sure that we really treat this process as a project. Да, и второй приоритет – это управление проектами создания, потому что, да, мы можем работать, можем создавать, но это процесс, который нуждается в управлении. И достаточно трудно управлять этим процессом. Мы должны использовать современные технологии для того, чтобы управлять этим процессом как проектом. That means concrete deadlines, concrete responsible people, concrete deliverables, and concrete KPIs, key performance indicators. And that is a change in our mindset. It's something we need to make sure we drive the organization toward that direction. И это означает конкретные сроки, конкретные ответственные лица, конкретные результаты, конкретные KPI. A third priority is online collaboration. And this is also related to our project on virtual standard development. We need to create the IT tools to allow you to work in this virtual atmosphere. И еще приоритет – это сотрудничество в режиме онлайн. Это связано с созданием виртуальных стандартов. Нам необходимо, чтобы у вас были инструменты IT для того, чтобы заниматься своей работой. The last two priorities are about you, are about our members, because we believe that to have a strong organization, we need to have strong members. So the two key approaches here are first communication. We want to have a very good communication and direct communication with you. That's the very reason why we're here today with the ISO president, to have this face-to-face interaction with you. And the other dimension here is capacity building. We need to provide the right tools for our members to be successful at national level, but also at the international level. И здесь еще следующие два приоритета –
это члены нашей организации. Мы хотим, чтобы члены нашей организации были сильными. Это одно из ключевых направлений нашей деятельности. Нам необходимо заниматься организацией коммуникаций. В общем, частично из-за этого же мы здесь сейчас, чтобы общаться с вами напрямую, лицом к лицу. И следующий приоритет – это создание потенциала. Мы должны создать инструменты, которые помогут действовать не только внутри страны, но и также общаться по всему миру. Okay, next emerging area here is research and innovation. Следующая возникающая область – это научные разработки и инновации. We keep saying that international standards are indispensable for economic and social development, and I fully believe that that is true. И мы постоянно говорим, что международные стандарты совершенно необходимы для экономического и социального развития, и это действительно так. Actually, we have a meeting with your Prime Minister later today, and probably the key message we will be conveying to him is that international standard can support the economic and social development of Russia, and that GOST R is key in that process. И мы сегодня встречаемся с вашим премьер-министром, и как раз основное, что мы хотим до него донести, это то, что международные стандарты являются критически важными для экономического и социального развития в России. И мы считаем, что Росстандарт является ключевой организацией в этом процессе. But it's not enough to say that standards are important. We need to prove it. Но недостаточно просто сказать, стандарты важны. Мы должны это доказать. We need to prove it with evidence. Доказать на основании реальных доказательств. That's why we have created a new unit at ИСО Secretariat on Research and Innovation. But that new unit cannot be successful without active participation and support from our members. We cannot conduct in research on our own. We are not a university. But I know we have many success stories. We have many areas where you can inspire the ISO members. So I need to hear from you what kind of success story, what kind of data you have produced to prove the value of standards. So we can put that together and build a case and to build the narrative to talk to our leaders, with the political leaders, with the business leaders. И здесь у нас есть из-за этого новое подразделение, которое отвечает за научные разработки и инновации, и нам требуется ваше активное участие и поддержка в этом, потому что мы же не занимаемся наукой, мы не университет, но мы можем вдохновить членов ИСО, и они будут для нас собирать определенные данные, которые покажут, насколько ценны научные разработки, а мы уже сможем это доносить до политических лидеров и до лидеров бизнеса. Okay, 2 more slides from my side, and then I will give it back to the ISO president for the rest of the presentation. Еще 2 моих слайда, а потом президент ИСО будет заканчивать презентацию. ISO does not work and it cannot work in isolation. We need to be part of the international community. ИСО не работает и не может работать в изоляции. Мы должны быть частью международного сообщества. And there are 2 main areas where we believe that international standards can contribute to the international agenda. И есть 2 основных области, где, как нам кажется, международные стандарты могут помочь международной повестке дня. The first one is the SDG, the Sustainable Development Goal that had been established by the United Nations, and this also represents a global consensus about what we need to do with our world to make it a better place. И первое – это цели устойчивого развития, то, что было установлено Организацией Объединенных Наций, и мы должны определить, что мы можем вместе делать для того, чтобы наш мир стал лучше.
These goals are quite concrete, but high level. With international standards, we can connect those high level goals with real life on the ground and to make it happen. Эти цели достаточно конкретные, но все-таки где-то на очень высоком уровне находятся, а мы с международными стандартами можем конкретизировать то, что может быть сделано, и конкретизировать это уже на более рабочем уровне. We have created a mapping tool where we can link any of the 22,000 international standards created by ISO. We can link it with one specific SDG. So we know in what area we are contributing to. И у нас есть инструмент, который увязывает 22 тысячи стандартов ИСО с конкретными целями устойчивого развития. То есть мы можем показать конкретный стандарт, который связан с целью устойчивого развития. And the last one is international trade. И последний – международная торговля. We know that international trade is not necessarily in its best moment, and today we have this trade war going on. Мы знаем, что сейчас, наверное, не лучшие времена международной торговли, и сейчас идет торговая война. And this person you see on the picture is Mr. Roberto Acevedo. He is the Director General of the WTO. Это Роберто Асеведо, генеральный директор ВТО. And you can see that he's not very happy. Он не очень довольным выглядит. And he made a call. He said, for all of you who believe in international trade as a source of good, and I am one of them, please speak up. Silence can be as damaging as the trade war. We need you to speak up. И он сказал, что если вы верите, что международная торговля – это хорошо, как верю я, вы должны высказываться, вы должны говорить об этом, потому что молчание хуже, чем торговая война. And that is exactly what we did during our last General Assembly in September. The General Assembly passed a resolution in support to the international trading system, saying that international standards can support trade. И это то, что мы сделали. Встречалась Генеральная Ассамблея в сентябре, у нас была резолюция о системе международной торговли. Мы говорили, что международные стандарты могут поддержать торговлю. These are some of the key emerging areas and priorities we're working on. I want to repeat that I need you to be an active part of the development of the next ISO strategy. We need your voice. We need you to speak up. And with that, I would like to give back the floor to our president to present the emerging areas for this organization. И это как раз ключевые возникающие вопросы, и нам необходимо для создания новой стратегии, нам необходимо ваше участие, нам необходим ваш голос, ваши высказывания. А сейчас я вновь представлю слово нашему президенту. Okay. Thank you, Sergio. I want to speak about emerging areas. I hope that you're already aware of many of them. Спасибо, Серхио. Я буду говорить о перспективных темах, и я уверен, что вы знаете о многих из них. We have over 22,000 standards. We probably published 100 revised or new standards every month, and we have 300 technical committees. У нас более 22 тысяч стандартов. Мы, наверное, публикуем около 100 новых и пересмотренных стандартов каждый месяц. У нас 300 технических комитетов. Emerging areas
it's almost overwhelming because there are so many of them and we don't want to miss any of them, and you wouldn't want us to miss any of them because they're important to you, to your organization, and to your country. И очень много перспективных областей, вы бы не хотели, чтобы мы упустили какие-то из них из виду, потому что они важны для вас, они важны для развития ваших организаций и вашей страны. Our societies are changing at an amazingly rapid rate. It's hard to keep up with all of the changes, whether that is helping cities or nations to deal with aging populations, chain of custody, governance. All of those areas can use ISO standards to help find solutions. И дело в том, что общество меняется стремительно, очень трудно за этим уследить, и это меняется в масштабах городов, в масштабах целых государств. Проблемы, которые связаны со стареющим обществом, с управлением, всем этим надо заниматься. Whether it is an area such as the Internet of Things, where your refrigerator will be able to talk to your kitchen sink and be able to talk to your stove, well, we'll see whether that works for us. Это может быть интернет вещей, когда ваш холодильник будет общаться с вашей раковиной и с вашей плитой, но посмотрим, получится ли это и будет ли это помогать. We have 3D printing, additive manufacturing. There are areas where we have new standards in drones, where we will be able to help farmers look at their fields and decide whether certain fields need irrigation. So there's an amazing number of new areas that ISO is trying to stay on top of, but we need the help from every one of you to ensure we have your expertise. И здесь возникают новые вопросы, и 3D-печать, и отредактированное производство, различные виды беспилотников. Мы можем помогать фермерам оценить свои поля с точки зрения того, нуждаются они или нет в поливе. Но для всего этого нам необходима ваша помощь, нам необходимо участие вашей организации. And as we move forward, whether it's standards for personal care robots, standards for industrial robots, electrical cars, as I grow older, I'm really pleased to see ISO looking after standards for old people. И знаете, сейчас это уже развитие, мы движемся вперед, это роботы, которые помогают людям, роботы, которые участвуют в производстве, стандарты для электромобилей. И я старею, и мне приятно, что ИСО работает над стандартами, которые касаются людей пожилых. So now we get to the end of the presentation. This is often the area in which I will speak to you more personally. It's often an area where I will ask you for your help, or I will give you my personal opinion. И сейчас подходим к концу презентации. Здесь я уже начинаю говорить более лично. Я прошу вашей помощи, я прошу вас высказывать ваше мнение. The greatest strength of ISO is that the experts who are going to use a standard or who need a standard are often the ones who take part in the developing of that standard. И в этом и сила ИСО, потому что эксперты, которым потребуются стандарты, которые используют стандарты, они же участвуют в создании этих стандартов. So we have had ISO has had a long time of experience, a lot of support from Russia being one of the founding members. And I hope you understand how much your advice and your expertise is valued at ISO and therefore valued by other countries around the world. И дело в том, что ИСО очень многое получила от России, поддержку России. Россия одна из стран, которая организовала ИСО. И я надеюсь, вы понимаете, насколько мы ценим ваши рекомендации, ваши знания и опыт, которые пригождаются по всему миру. One of the clear messages I think you need to hear is that if Russia is not involved in the development of standards, if your industries are not involved, if your government is not involved,
you let somebody else write the rules for the game that you will have to play. И здесь у меня следующий посыл. Если Россия не будет участвовать в разработке стандартов, если отрасли ваши не будут участвовать, если ваши государственные организации не будут участвовать, тогда вам придется играть в игру, правила для которой написали другие. You will notice that I talk about Russia, that I'm not talking about specifically about GOST R or Rosstandart, because I think it's greater than an organization. You have a greater responsibility to your country to be part of the international system. И когда я говорю о России, я говорю не об отдельных организациях. Здесь большая ответственность. Дело в том, что ваша страна должна быть частью этой системы. And you can see on this slide the involvement that Russia has had over the last 4, 5, 6 years. An ISO president from Russia, hosting of the General Assembly, member of ISO Council, a member of Technical Management Board, etc. I'm not in any way reducing the value of what you've done. I'm just asking that you ensure that you keep doing that because you are needed. И здесь вы видите то, что было сделано Россией в течение 4, 5, 6 лет, и президент ИСО из России, и место проведения Генеральной Ассамблеи, члены Советов. И я прошу просто, чтобы вы продолжали делать то, что вы делаете, потому что вы нужны. This is an opportunity for Russia to take a greater role internationally. Это возможность для России играть более значимую международную роль. As a Canadian, it's easy for me to criticize what is going on in my neighbor to the south in the United States. Мне, канадцу, легко критиковать то, что происходит к югу от Канады, у наших соседей в Соединенных Штатах. And I have not yet had enough vodka to drink to talk about Donald Trump. И вообще я пока еще не выпил столько водки, чтобы говорить о Дональде Трампе. But one of the things that Russia can do is to step into the lead, to step into secretariats. And I know that's not always easy to take on secretariats. И что Россия должна? Россия должна выдвинуть в руководство, в секретариат. Я знаю, это не всегда легко. Note on this slide that Russia carries 6 secretariats. 6 секретариатов вот здесь слайд у России. Этот слайд указывает на. I would hope that you would want to pick up more secretariats to carry the chair of those technical committees, particularly in new areas, particularly in emerging areas. It's difficult to take over a secretariat that's already in place because countries don't want to give those up. И я надеюсь, что будет больше секретариатов в России, будет больше России возглавлять комитетов в новых перспективных областях, потому что трудно уже получить руководство секретариатом, где уже есть руководство, потому что страны его не отдают. And I think that this is an opportunity for us to help you if you are in need of additional training, of information to those who carry secretariats. We are here to assist in that process. И это возможность для нас помочь, если вам необходима какая-то подготовка, информация, связанная с работой в секретариатах. Вот мы как раз здесь можем с этим помочь. And we've come to what is supposed to be my last slide, and that is I want to reiterate and to thank Russia for your involvement in our policy development committees, in the Conformity Assessment Committee, in the Consumer Committee, Developing Country Committee. Those are all important areas for Russia to show some leadership. И последний слайд. Я хочу поблагодарить Россию за участие в выработке политики в рабочих комитетах и комитет по потребителям развивающихся стран, других комитетах. So ISO needs Russia, and Russia needs ISO. Россия нужна ИСО, и Россия также нужна ИСО.
The final comment I would make is on the personal relationships. Последнее, что хочу сказать, это о личных взаимоотношениях. Working in international standards will develop, or has developed, you friends in almost every country in the world. Когда работаешь над международными стандартами, у тебя появляются друзья практически в каждой стране мира. Mr. Abramov and I have worked together for a number of years when he was a member of ISO Council. It is that kind of relationship, it is those friendships that make the system work better. And I can only encourage you to continue to develop those friendships around the world. И мы с Абрамовым работали много лет в Совете ИСО. И вот когда в такой системе работаешь, это очень важно. Я призываю вас продолжать вот так работать на международном уровне. So thank you for your attention. Спасибо за внимание. This is now your turn to ask us the difficult questions. А теперь ваша очередь задавать нам трудные вопросы. Спасибо большое, Джон, спасибо, Серхио. Я вижу, уже руки потянулись из зала. Это очень хороший признак того, что действительно есть интерес в работе в ИСО. Мне очень понравился слайд с лодкой. Вот здесь присутствует очень много молодых ребят и девушек, которые участвовали у нас в заездах на лодках. Я думаю, что они знают ощущение быть в одной лодке. Поэтому мне кажется, что исходя из этого мы должны строить свою работу в ИСО. Спасибо Джону за те цифры, которые были показаны. И они, конечно, демонстрируют определенные успехи России в деятельности по международной стандартизации. Но есть и проблемы, и мы о них знаем. Мы сегодня больше увлечены разработкой национальных стандартов, международных мы разрабатываем очень мало. Поэтому вся надежда на молодежь, которая будет заниматься международными стандартами, сегодня много здесь молодых профессионалов собралось. Я думаю, что они не забудут о приоритетах, и в том числе о стандартах для стареющего населения. Так, пожалуйста, поднимайте руки. Спасибо. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Thank you for your interesting presentation and thank you for opportunity to be part of this meeting. My name is Alexei and I have a question about future of smart technology and standardization of smart technology. First one is smart technologies like smart cities, smart grids, smart factories. Internet of Things is based on a technology called system of systems. And my question is, do you have a conception for standardization of reliability of system of systems? And следующий сразу видео. Если я вас буду переводить, вы будете отнимать минут по 5 каждый раз у аудитории. Если вы будете говорить по-русски, я вас буду переводить сразу. Или аудитории не нужен перевод? Не нужен. Вообще никому не нужен перевод вопросов. Нужен? No, I think that if he asks the questions in English, he takes time for the audience because he can translate himself. Right. Мне перевести ваш вопрос? Можно мне перевести? Давайте расскажите тогда. Мой вопрос состоит в следующем. Все современные интеллектуальные технологии базируются на системе систем. Есть ли в ИСО какая-то концепция или видение того, как должна обеспечиваться надежность системы систем? I don't know whether anybody has the answer to that. Я не уверен, что у кого-либо есть ответ на этот вопрос вообще. Sergio and I have just been talking about it. It's an excellent question. Мы с Серхио как раз это обсуждали. Отличнейший вопрос. And everybody is interested in smart cities and smart everything. И всех волнуют умные города и любые другие умные явления. In the most recent edition of ISO Focus,
we talk about cybersecurity. It's something that I reference in my opening remarks to that magazine. И как раз недавно мы в ИСО занимались вопросами кибербезопасности. Я как раз говорил об этом, когда вначале обращался. Will all of these systems be reliable? Will we be able to count on them? Будут ли все эти системы надежны? Можем ли мы рассчитывать на эти системы? And second, will they be open to cybersecurity attacks? So even if they're reliable in the first place, if someone can take them down, that's even more important. I think, and this is part of our strategy, I think that your question is the most important question we can face. All of the other standards will be perfect, but if these don't work, if there is a cybersecurity breach, if something fails, it won't matter how good the rest are. Да, дело в том, что все это, конечно, должно быть надежным. Но если эту систему можно будет взломать и утопить, в этом случае самая надежная система, где не будет работать, и мы можем разработать стандарты, которые будут идеальными, но все это не будет работать, если будет нарушена кибербезопасность. Let me complicate things a little bit more. Давайте я еще усложню. Because part of the challenges we face here is that ISO used to develop standards for products. That was relatively easy. Then we moved to the development of standards for processes, still relatively easy. But now we are developing standards for a system. И здесь в чем трудности, потому что ИСО разрабатывал стандарты для продуктов, это было сравнительно легко, процессов это было сравнительно легко, а сейчас нужны стандарты систем. And that means that we are an important player here, but we are not the only one. So when we talk about smart cities, for example, we have the IC, we have the ITU, other international organizations that work on the area of standardization. And we also have many, many private standards that can be applied to smart cities. И здесь мы важный игрок, например, в том, что касается умных городов, но не единственный игрок, потому что здесь будут стандарты IC, стандарты ITU, частные стандарты, и все это касается умных городов. So this requires a big effort in coordination and also in generosity to understand that we are part of the solution, but we are not the solution. We need to work together. И здесь требуется усилия предпринять серьезные для координации, а еще мы должны понять, что мы часть решения, но мы не все решение, и мы должны работать вместе. Thank you very much. И второй, да, вопрос был? На русском или на английском? На русском, да. Хорошо, тогда это продолжение как раз темы, о которой сейчас говорили по поводу взаимной интеграции МС, МЭР и ИСО по вопросу смарт-технологий. Надо, что переводчик. Значит, суть в чем? Суть в том, что технологии, смарт-технологии меняют нашу жизнь очень быстро, и порой мы не можем предсказать будущее того, как они эту жизнь поменяют. В связи с этим определенные, можно сказать, сообщества или бизнесы не являлись исходной целью этих технологий, но стали ей в процессе внедрения этих технологий. В связи с этим вопрос по поводу консенсуса. Стандарты, документы, консенсус. Каким образом вы видите будущее консенсуса, когда мы исходно не знаем всех пользователей, всех областей применения этих технологий, которые стандартизуют? That's a good question. Это политический вопрос. I can try. Я могу тоже попробовать. If you remember, during my presentation, I said that it's not only what we do, it's also how we do it, what kind of process we follow in order for us to produce standards that are globally relevant.
И в начале презентации я говорил не только, что мы делаем, но как это делаем, какие процессы мы используем для стандартов, которые будут чрезвычайно важны. Consensus comes with a price. It's not for free. Консенсус, он же не дается даром. But we do believe that there is no better way to build something than working together and to being able to produce this consensus. Но мы верим в то, что нет лучшего пути что-то сделать это вместе и достичь все-таки консенсуса. Of course, this challenge applies to everything we do because we work in a global environment. We have developing countries, we have small countries, we have big developed countries all working together. And our challenge is to be able to produce standards that are globally relevant, that are relevant for everybody, not only for the big usual suspects. И дело в том, что это достаточно трудно, мы ведь работаем глобально. И здесь самые разные страны, развивающиеся страны, небольшие страны, развитые страны. И мы должны создать стандарт, который будет касаться всех, а не только обычного, достаточно узкого круга заинтересованных лиц. And I understand that in the IT world, and this is even more complicated, because the users, as you said, are very different one from another. And also another complication we have here is that in the IT area, we need to produce our standards very quickly, because before we have finished the process, sometimes the product is already obsolete. И дело в том, что здесь в сфере IT это еще сложнее, потому что совершенно другие могут быть пользователи этого стандарта, не то, что мы думали. И опять же, в области IT необходимо создавать стандарты очень быстро, потому что часто до того, как ты стандарт создаешь, продукт уже устарел. That is why it's so important to explore these new approaches, like the virtual standard development, like the project management approach. And also we need to work very closely with the industry, because if we are going to be able to respond to their needs, we need to work together. И вот почему так важно использовать виртуальные возможности, использовать возможности управления проектами, и еще мы должны работать в тесном сотрудничестве с отраслями, потому что если мы хотим соответствовать их требованиям, тому, что им необходимо, надо работать вместе. The only thing I would add to that is I have been working in the standards field for almost 30 years. Я единственное, что добавлю, я в области стандартов практически 30 лет уже работаю. And I've never seen the system under such stress to change. И никогда еще я не наблюдал в системе такой стресс, такое давление, которое требует изменений. Okay. Thank you. Can you? There, now I'm on. And so my only advice to you on behalf of Russia is you need to be open to almost everything that comes down the system. I believe very much in consensus, but sometimes working with certain industries, they might need something faster. I still believe in the end of the day, consensus is going to develop the best standards for the world. But you need to be nimble, you need to look at what's coming from the future, and you need to be ready to deal with them. Дело в том, что вот рекомендация, которая касается России, необходимо быть открытым системе, и иногда необходимо что-то, что требуется отрасли, создавать быстрее. Да, мне кажется, что лучше всего для того, чтобы что-то получилось в будущем, это консенсус, но иногда требуется действовать очень быстро. Так, дорогие друзья, я оставляю наших гостей в вашей замечательной атмосфере. Надеюсь, что сейчас пойдут самые неудобные вопросы. After you leave. После того, как вы уйдете, да? Но с коллегами мы увидимся чуть позднее. Спасибо большое.
Коллеги, вопросы, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за вашу презентацию. Меня зовут Елена. Помимо того, что я сотрудник Стандартинформе, я еще являюсь секретарем технического комитета средств индивидуальной защиты. И учитывая специфику особую этой продукции, учитывая ее важность, я считаю, что необходимо, помимо того, что делать качественные стандарты, делать еще и последовательные стандарты. И вот, возвращаясь к вашему первому слайду, в рамках ИСО, в целях примерки на себя международного опыта, скажите, пожалуйста, каким показателем измеряется востребованность стандартов, помимо соответствия целевым программам и сведениям продаж? Спасибо. We would depend on members to tell us how important the standard is and how much it Наши is. члены говорят нам о том, насколько важен этот стандарт и что требуется. We would very much, as Anton would know, we very much rely on the technical management boards. Как Антон знает, мы очень полагаемся на комитет по техническому управлению. I wouldn't want to rely just upon the sale of a standard because it may be a very important standard to a small group of an industry. So the sale, I don't think, is a good measure. И продажи, наверное, я бы не полагался на продажи, потому что иногда это может быть очень стандарт для очень небольшой группы отрасли, и тогда продажи вообще незначительны. So I know as council, as the president, we would rely upon TMB to say this is an important, needed standard and more important than others and help to set the priorities that way. И мы полагаемся на техническое руководящее бюро ИСО, которое нам говорит, да, этот стандарт важен и с ним надо работать более много. Спасибо. Thank you. Can I actually make a comment there as Можно well? я тоже прокомментирую? Yeah, we are a member-driven organization, and it also means that for members to do a good work, when they express their priority for standardization activities, they need to work very closely with the industry. So you have the responsibility to be the voice of your country in a technical committee, which means the voice of your industry as well. That's the first part of my comment. Да, и дело в том, что для нашей организации мы движимы приоритетами наших членов. И вот здесь члены организации доносят свои приоритеты, но они должны доносить приоритеты на основании того, что им говорят представители отрасли в стране. То есть вы это голос вашей отрасли. And that is why your participation is so important. Without you being there, your country and your industry does not have a voice in the standard development. That's the point that was made by John. И ваше участие, поэтому чрезвычайно важно. Без вашего участия не будет услышана ваша страна, не будет услышана отрасль вашей страны. Это как раз то, о чем говорил Джон. And my second comment here, it's more like a question because it's something we need to address in our next strategy. И следующий комментарий — это скорее больше вопрос, потому что мы этим должны заниматься в нашей стратегии будущей. In the current strategy, as I mentioned, the key strategic direction is standards used everywhere. И сейчас в настоящей стратегии ключевое направление стратегическое — это стандарты, которые используются везде. But the truth is that we don't have hard data to fully understand how much our standards are being used. We have the sales, which provides us an incomplete picture. We don't know how much our standards are being used. And that is a weakness of our system. So that's something we expect to address in the next strategy. And we need you to contribute and to help us to address that very important question. Да, и дело в том, что, если честно, то у нас нет всех данных о том, как используются наши стандарты. Да, продажи, но продажи это не совсем надежно. Но насколько они используются, в этом слабость нашей системы. И вы нам помогите, пожалуйста, справиться с этим вопросом.
Коллеги, на нашем заседании Совета молодежи и политики мы часто обсуждаем вопрос цифровизации. Что такое цифровая платформа, в частности, что такое цифровой стандарт будущего. Хотелось бы узнать ваше мнение, все-таки что это такое, к чему нам стремиться. Спасибо. Я не... Это виртуальный стандарт? Может быть, машиночитаемый или виртуальный. Мы хотим понять, как это регистрируетесь, будет ли это флеш с информацией, или будет голограмма, как это будет. Не пришли к консенсусу. I think it was back to the, yeah. All right. Okay, I can answer part of the question. Я могу на часть вопроса ответить. But I'm sure Anton can help here. Но я думаю, что уверен, он поможет. I'm sure he can because he is, yeah, he is the leader. He is the leader of a working group on machine readable Он же standards. как раз руководитель рабочей группы по машиночитаемым стандартам. From my side, I would like to insist on something that I mentioned in my presentation. We are exploring a full process for virtual development of standards. That is a change not only in the rule of the system, but also in the technology, but mainly in the mindset, because we're used to working in a face-to-face environment when we develop our standards. So this is going to be quite a challenge, and that's why we have started with a pilot with a technical committee and secretariat in the US. But we need more pilots, so it would be very interesting if any of the committees that you are leading can also participate in the process. Second, we have the using our online collaborative tool, which is a tool that we are using together with the IEC. It's called Fonto XML, where participants in technical committees can work online, can work together and build, some text and to make immediately to make comments on that text and so on. And the last dimension here has to do with what we do when we have developed the standard. Today we produce documents. Actually, if you read the definition of an international standard, I hate it, by the way, personally, it says it is a document that establishes a set of specifications and requirements. So that means that we are restricting ourselves to work only with documents. And I think the future is somewhere else. We're moving towards from documents to standards that can be worked directly on without necessarily relying on a physical document. I'm sorry. Дело в том, что здесь мы говорим о стандартах, о том, что существует процесс виртуального развития стандартов. Но это же меняет не только то, как стандарты разрабатываются, это меняет не только характер обсуждений, но это меняет и мышление. Мы привыкли к тому, что мы встречаемся лично и обсуждаем стандарты. И это достаточно трудно переключиться, поэтому мы не полностью переключаемся. У нас пилотный проект, это один технический комитет в Соединенных Штатах. Нам хотелось бы, чтобы вы также участвовали в этой работе. У нас есть также инструмент Fonto HML, который помогает участникам комитета сразу же создавать тексты, сразу же представлять комментарии и так далее. Но есть еще и другое измерение. Сегодня мы оперируем документами. И международные стандарты, они определяют документы. Мне очень не нравится это определение, что документ – это набор конкретных положений и так далее. Но от документа мы будем уходить. И в будущем мы, возможно, будем уходить от документа к стандарту без какого бы то ни было физического носителя. So we are moving from a document-based approach to a content-based
approach. То есть от документарного подхода до мы переходим к подходу на основе содержания контента. And with that, I think Anton can explain what we're trying to do in the area of machine readable. А вот здесь сейчас Антон уже может объяснить, что мы пытаемся делать в том, что касается машиносчитываемых стандартов. Спасибо. Но на самом деле я попробую очень кратко, потому что, чтобы не отвлекать время, посвященное беседе с президентом и генеральным секретарем ИСО, в рамках проекта Alternative Standardization Process, альтернативный процесс стандартизации в прошлом году, TMB, техническое руководящее бюро, представило Совету несколько предложений по возможным стандартам будущего. Как они разрабатываются, какие они и так далее. И одним из пунктов это как раз так называемые машиночитаемые стандарты, что, кстати говоря, неправильно, термин машиночитаемый это неправильный термин. Это ровно то, о чем говорит Серхио. Это стандарт, превращенный, где основа стандарта является данные, база данных, модель, который может применяться без участия человека напрямую информационной системы. Решением TMB и затем одобренной Советом была образована специальная консультативная группа по машиночитаемым стандартам. Вот единственное, что я скажу сейчас, что первое, что мы сделали, это мы ушли от термина машиночитаемый. Мы считаем, что есть стандарты традиционные, о которых говорил Серхио, а есть стандарты Smart Standards. И это будущее ИСО. Smart Standards that are machine applicable, readable, transferable. Smart стандарты. Стандарты, которые применяются машинами, читаются машинами и передаются от машины к машине. Вот это вот одна из, на наш взгляд, будущих ветвей развития. Пожалуйста. Здравствуйте, Артем Елецкий. Я по поводу вопроса голоса нашего. Я хочу изменить один ГОСТ по патентованию, патентным исследованиям. И вот я свой голос не очень могу донести в своей стране, как же он донесется до международных. Механизм какой-то есть. Wow. Mr. President. Alexei said these were going to be the hard questions. Да, Алексей сказал, вопросы будут трудными. Oh, I think that's one of the most difficult challenges that we all face. Я думаю, что это одна из самых серьезных трудностей, с которыми мы все сталкиваемся. It is a constant battle of the national standards body to connect with the leaders of governments and industry in every country. Это постоянная борьба с национальной стандартной организацией, которая уже связывается с лидерами государства, бизнеса в любой стране. I hope that our meeting this afternoon with your Prime Minister carries the voice of the value of your organization, of GOST R. И я надеюсь, что сегодня днем, когда мы с премьер-министром встретимся, мы как раз расскажем о том, насколько ценен голос вашей организации по стандартам. For the Secretary General and the President to travel together and to reach out to governments, we did the same in Brazil. We met with the President of Brazil when we were there last year. We carry the message on your behalf. Дело в том, что когда генеральный секретарь, президент путешествуют, мы были в Бразилии в прошлом году, то же самое делали. Мы от вашего имени пытаемся сказать что-то. The only advice I can give you is never give up.
never stop. Но какой я вам могу дать совет? Не сдавайтесь, не останавливайтесь. When I was, and I will speak a little about Canada, when I was head of the Canadian National Standards Organization, the National Я Standards о Body, Канаде скажу, когда я возглавлял канадскую организацию по национальным стандартам. when I started the job, I couldn't get a meeting with a deputy minister in the government. Когда я начал свою работу, я с замминистра не мог встретиться, не мог добиться встречи. So I hired a person who was very tenacious, and we went to every ministry, every department together, and we kept going until they said they would sit and listen to us. И я нанял помощника очень упорного, и мы ходили во все министерства, со всеми встречались, со всеми беседовали, пока они не соглашались поговорить с нами. And in your particular case, you need evidence as to why your position is one they should listen to. И в вашем конкретном случае вам необходимы доказательства того, что ваша позиция стоит того, чтобы они вас послушали. You have to network, you have to reach out, you have to work with the senior people in your organization, you have to decide what your priorities are, and you continue to carry your message. And if you keep going, they will hear you. Вы должны использовать связи, возможности бесед, возможности встреч с руководителями вашей организации, выдвигать приоритеты, и в конце концов они вас услышат. Good luck. Так я воспользуюсь тогда моментом. 65-й комитет, дайте нам. Кто знает, где он находится? Российский ИСО. Yeah. Хороший вопрос. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Да. Да, Вячеслав, Росстандарт. Спасибо вам за вашу презентацию. У меня такой вопрос. Собственно, я заметил, что большинство перспективных тем ИСО направлено на цифровые технологии в 9 иных областях. Собственно, что весьма рискованно, по моему мнению, учитывая скорость развития и специфику разработки самого стандарта международного, а также развития некоторых стран. Собственно, я хотел бы узнать, как ИСО планирует снизить риски разработки такого стандарта и ускорить процесс разработки, а также согласования с другими странами. Yeah, I think this is something that we have covered in some regards, and we need to explore new approaches that will give us the tool to work much faster. Нам необходимо использовать, рассматривать новые подходы, которые позволят нам работать гораздо быстрее. This has to do with virtual development of standards, also has to do with project management. И здесь и виртуальная разработка стандартов, и управление проектами. And maybe one of the problems we have is that we only insist in one of our deliverables, which is a full international standards. And however, we have other deliverables different from full international standard, like workshop or others that can be faster compared to the 3 years that it takes to develop a full international standard. So maybe we can promote better the full alternatives that the industry has when it comes to producing a deliverable from ISO. Дело в том, что, может быть, мы слишком много настаиваем на том, чтобы разработать полный международный стандарт. Может быть, надо найти какие-то другие формы, которые быстрее, просто, например, семинар, потому что мы здесь можем подойти к тому, чтобы продвигать какие-то альтернативные пути, не полные международные стандарты. And the other thing that we need to make sure that we are using the right tool for the right issue. Because some of the IT-related developments move so quickly that an international standard will never be the right instrument to create standard for that. And that's why
the system needs consortia. The system needs industry developing their own standards. And the challenge for us is to work together. So those standards developed by consortia are compatible, but in a different level with the ISO standards. Да, дело в том, что нам необходимы правильные инструменты, и надо правильно ставить вопрос, потому что настолько быстро проходит развитие в IT часто, что никогда уже не пригодятся международные стандарты. И здесь должна быть какая-то система, когда отрасль создает свои стандарты, которые будут совместимы, вот в этом сложность, со стандартами ИСО. Коллеги, а можно на правах, я не знаю, оставшегося за этим столом продолжить вопрос Вячеслава и тоже задать вопрос? Тоже задать вопрос в продолжении того, что было сказано. Вы сказали по поводу отраслевых стандартов, что отрасли сами рождают документы по стандартизации. На самом деле сейчас риск-то гораздо больше, не только в цифровой экономике. Сейчас очень много появляется независимых отраслевых организаций по стандартизации, международных, региональных, которые создают свои документы, не всегда основаны на консенсусе, но эти документы очень активно применяются в отраслях. И по факту эти документы становятся конкурентами международным стандартам. А эти организации по стандартизации создают весьма жесткий конкурентный рынок для ИСО. Каким образом ИСО планирует повышать свою конкурентоспособность с не всегда конкурентоспособным продуктом? I'm glad you're not asking any easy questions. Я рад, что вы легкие вопросы не задаете. That's an excellent question, and I think that it's just a reality we have to face. И я думаю, что это реальность, с которой мы должны сталкиваться. There are some companies in this world that are bigger than any standards development organization. Есть компании некоторые в современном мире, которые крупнее любой организации по созданию стандартов. And if they have a monopoly in a certain sector or a certain area and they develop the standard, I don't know how to challenge them, to be quite honest. Если у них монополия, и если они разрабатывают свой собственный стандарт, я не знаю, как с этим справляться, честно говоря. However, I do believe that the ISO process, the involvement of all stakeholders, whether it is government and industry and consumers and academia, still produces the best standards for the world. Однако я верю в то, что процесс ИСО, когда в этом участвуют самые разные заинтересованные стороны, государственные организации, отрасль, потребители, ученые, они создают лучший стандарт для мира. And I think all of the items that Sergio described about ISO being more competitive and virtual development and online collaboration are all ways to address that. И я думаю, что все, что описывал Серхио, вот эти виртуальные приемы, работа в режиме онлайн, это все как раз и создано, чтобы с этим справиться. The reality is that sometimes these large organizations may develop their own standards and they simply may become the ones that are internationally used. И реальность в том, что эти крупные организации могут создать собственные стандарты, которые будут использованы на международном уровне. I worry that there will be a failure. Меня волнует то, что эти стандарты будут неудачей, провалом. If such a standard is developed without bringing in all of the stakeholders, I'm not convinced at all that it's the best standard. And my worry would be that at some point there will be a failure of their standard. Now that might be good for us, but it's not going to be good for the people who are using, or the businesses who are using those standards. Дело в том, что если не участвуют все заинтересованные стороны, это может привести к тому, что этот стандарт будет не лучшим и провалится. Это может быть хорошо, конечно, для нас, но это не очень хорошо для отрасли, не очень хорошо для бизнеса.
Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, Стандартинформ. У меня вопрос по системе распространения стандартов. Вот очень хорошо вы сказали о том, что мы переходим от модели документа, стандарта как документа, к модели стандарта как контента. Вот в связи с этим планируется ли пересмотрение или реформирование, в принципе, системы распространения стандартов ИСО? Возможно, это будет IT-продукт какой-то, который ИСО будет самостоятельно разрабатывать, или который будет устанавливаться как приложение на смартфон, или будет интегрироваться в системы производственные, которые там сейчас работают на предприятии. Спасибо. Well, that's again a very good question, and it's a question for the future of our organization. Опять же, это очень хороший вопрос, это вопрос, который касается будущего нашей организации. I think if we are not able to evolve together with the world, we will lose relevance. Я думаю, что если мы не сможем развиваться вместе с миром, мы будем не нужны. Today we have a very good system, but it's quite a rigid one as well. Сегодня у нас очень хорошая система, но эта система, она достаточно негибкая. So we develop documents, but we already know that we need to start to continue to think about content rather than document. Мы продолжаем разрабатывать документы, но мы также знаем, что нам необходимо перейти на то, что разрабатывается на основе контента. But also the rules we have, it's called POCOSA, our commercial policy, to ensure a good dissemination of the standards. У нас есть правила, коммерческая политика, инструкции, которые делают так, что хорошо распространяются стандарты. This is a very controversial area because our members have, legitimate interests in selling their standards and to make money out of it. And there is a lot of competition out there. Это спорная область, потому что члены они могут продавать законно стандарты, получать какие-то деньги, очень серьезная конкуренция существует. So today we have rules that protect the right of members to sell the standards in their territory, but not necessarily are the best to the dissemination of the standards. А сегодня у нас есть правила, права, которые дают возможность членам продавать стандарты на своей территории, но, может быть, это не помогает наилучшим образом распространению стандартов. And at the same time, we face a lot of challenges, especially in the area of copyright, where we have companies that are reproducing our standards in an illegal manner at zero cost and selling them without proper enforcement. И также вопрос возникает авторских прав, когда компании незаконно воспроизводят наши стандарты, продают их, и нет никакого процесса применения. And sometimes our own governments and our own courts and in the legal system do not necessarily understand why we need to protect the sustainability of the system, and that an ISO standard, we need to protect the content and the brand, because we do not produce standards for free. So we need to make sure that our copyright is well protected. Иногда наши собственные государства, суды наши не понимают, почему, собственно, нам надо защищать устойчивость нашей системы, защищать наш контент, наш бренд. Это не бесплатно. So to sum up, I think we have big challenges in this area, but we also have, good opportunities to address those challenges. Если подытожить, у нас серьезные трудности, но у нас неплохие возможности справиться с этими трудностями. So first, to evolve in the way we work from document to content. И мы развиваемся, так мы работаем от документов, мы идем к контенту. Second, to make sure that our commercial policy is modern enough to respond to the needs of the standard being disseminated everywhere. И мы должны убедиться в том, что наша коммерческая политика соответствует потребностям распространения стандартов везде. And the third one is for John and myself. It is about awareness raising.
we need to discuss with government, we need to discuss with the judiciary system to make sure that they understand that the copyright needs to be protected. И мы с Джоном должны работать в этой области. Мы должны беседовать с представителями госорганизаций, мы должны беседовать с судьями, чтобы они понимали детали здесь защиты авторских прав. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Алексей, неофит, технический комитет общества информации. Скажите, пожалуйста, говоря о стратегии развития стандартизации, предусматриваются ли при этом какие-то изменения в системе подготовки специалистов, разработчиков стандартов? И что при этом, например, стоит сохранить из прошлого, из старой школы, и что можно внести новое или не стоит новое вносить? Спасибо. Another excellent question. Еще один отличный вопрос. Because the experts are so key to the whole process, the training of them is very important. But it's equally important to train the secretariats for the staff who are able to manage all of the experts. From my point of view, I think it's more important that those people, those organizations who carry the secretariats are trained. Дело в том, что да, конечно, эксперты – это ключевые фигуры для процесса. Их подготовка важна, но не менее важна подготовка секретариата, который управляет работой экспертов. И вот с моей точки зрения секретариат – это чрезвычайно важно. I think it's important that the experts know the process and are able to benefit from it and add to it, but I think it really needs to be managed by the secretariats. Важно, чтобы эксперты знали процесс, использовали этот процесс, но необходимо, чтобы всем управлял секретариат. I think one of the challenges is language, and you haven't raised that issue, but it is something that I hear in every country. Одна из трудностей – это язык. И вы не поднимали этот вопрос, но это то, что в каждой стране слышно. Particularly for developing countries, they feel that they don't have a voice. Особенно это касается развивающихся стран. Им кажется, что их голос не слышен. They feel that the countries that are more fluent in English agree before the technical committee meets on the direction. Они чувствуют, что представители тех стран, где лучше говорят по-английски, они приходят к согласию по определенным вопросам еще до заседания технического комитета. And your question was, what should we keep and what should we change? Ваш вопрос был, что оставить, что менять. I wish we could find a way to change the language issue on technical committee so we could hear equally from everybody at the same time. Жаль, что мы не можем вопрос языка решить на техническом комитете, чтобы мы смогли в любой момент услышать каждого представителя по любому вопросу. Until we do that, we miss voices, we miss advice, we miss expertise. Пока мы этого не сделаем, мы будем терять голоса определенных участников, мы будем терять рекомендации, мы будем терять знания и опыт. On the other hand, I have watched the standard strategy from China for the last 15 or 20 years. А с другой стороны, я наблюдал за стратегией стандартизации в Китае в течение последних 15-20 лет. And their strategy is teach everybody English. Их стратегия всех обучить английскому языку. And because they've done that, they increasingly take on more and more secretariats. И из-за того, что они это сделали, они все руководят работой все большего и большего количества секретариатов. I'm not saying that's bad because they still follow the process. They're still committed to international standards. Я не говорю, что это плохо, потому что они следуют процессу, и они в соответствии с международными стандартами все делают. My advice to Russia is the training of technical experts in whatever language is needed to get your message across. Моя рекомендация России — готовить ваших технических специалистов, которые будут владеть языками, которые необходимы для того, чтобы их точка зрения была донесена.
And maybe with all of these smart cities, someday somebody will come along where we can speak one language here and hear another one out the other end through a machine. But we're not there yet. А может быть, дойдет технология к тому, что в эти умные города мы будем здесь говорить на одном языке, а там в своей машине они уже услышат нас на другом языке, но пока мы еще к этому моменту не подошли. Yeah, maybe one additional comment from my side. First, our capacity building strategy focuses on the strengthening of national standard bodies. So our focus is organizational development. As I said before, we want strong members to build a strong organization. Да, и наш один из приоритетов это усиление национальных организаций по стандартам, потому что нам, организации, нам нужны сильные члены. Part of that strategy it's about training of secretaries. Because as John said, the key component for the standard development process to be successful is the role of the secretaries of the technical committees. Да, и одна из 6 стратегических подходов – это подготовка сотрудников секретариата, потому что очень важна роль секретариата. Джон уже говорил. Experts are an indispensable component of the system. Without experts, we don't have standards. Без экспертов у нас не будет стандартов. Это жизненно важный компонент системы. What they need is the right tools. Нам нужны правильные инструменты. And the right guidance. И правильное руководство. In the area of guidance, it's all about the secretaries being well equipped with the right knowledge and also with the right approach. As I said before, we want secretaries that are project managers. И в том, что касается руководства, тут нужны правильные знания и правильный подход. Нам необходимы сотрудники секретариата, которые будут заниматься управлением проектами. Я об этом уже говорил. About the tools, and IT is very important here, and one of them is the online collaborative authoring tool that we have just incorporated into the system. And here are some good news in the area of language, because when you're working online and producing standards in a collaborative manner, and many of these IT tools do have some translation capabilities. Да, и дело в том, что мы создаем инструменты, компьютерные инструменты, это очень важно, сотрудничество в режиме онлайн, работа в системе. Опять же, что касается языка. Здесь, когда мы сотрудничаем в режиме онлайн, есть кое-какие инструменты, которые помогают и в вопросе языка. This is far from perfect, but I think it's an interesting development. And it's an area for the future. Не идеально, но это развивается достаточно интересно, что-то, что может развиваться в будущем. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, господин президент, господин генеральный секретарь, меня зовут Антона Шалаева, руководитель рабочей группы по новым технологиям. После вашей интересной презентации у меня возник вопрос, занимается ли ИСО сейчас формированием перспективных технологий для стандартизации? И с кем вы сотрудничаете, с какими международными организациями, исследовательскими институтами, для того, чтобы определить этот список критических технологий? И вы упомянули про департамент инноваций и научных разработок. Возможно, он этим занимается, если занимается, какие у него приоритеты. И второй вопрос, он относится по очереди. Да. There are two parts in the question. The first is how do we cooperate with other international organizations? I think that is really key. We have put in place a system for close cooperation with the main international organizations related to the standard development. That is the IEC in the electrotechnical area and ITU about telecommunications. So that's the first part. The second one is about how do we identify new areas for standard development, especially in the IT area. And that is quite a challenge. If you remember our General Assembly in the year 2017 in Berlin,
was all about open-minded, open for change. So we need to have this approach where we're always ready to change, to respond to evolving needs. And one of the key pillars of that approach is foresight activities, because we are working to respond to needs of today in a 3-year time, because that's the time that it takes to develop an international standard. So the challenge, how do we anticipate not only the needs of today, how do we anticipate the needs of tomorrow? Дело в том, что вопрос стоит из двух частей. Первое, наше сотрудничество с международными организациями. Мы стараемся сотрудничать со всеми организациями, которые являются ключевыми в разработке систем, IC, ITU. И второе, это определение каких-то новых вещей. С IT это достаточно сложно. Ассамблея Генеральная 2017 года как раз говорила в Берлине о том, что мы должны быть открыты изменениям. Постоянно потребности развиваются, и здесь необходимо понять, что будет в будущем, потому что сегодня мы работаем над тем, что появится 3 года назад, и здесь требуется определенный уровень предсказания того, что будет в будущем. The first thing we need there is a close cooperation and engagement with the industry, especially at national level. Первое – это тесное сотрудничество с отраслью, с отраслями, особенно на национальном уровне. A national standard body cannot work in isolation, should be fully connected with their country industry. Национальная организация по стандартам не может работать в изоляции, должна быть в полном контакте с отраслью. And the second pillar here is for ISO to have the capacity to respond in a timely manner once a new or emerging area has been identified. И второе, это у ИСО должен быть потенциал реагировать, когда определится какая-то новая область или область, которая точно будет развиваться. The TMB developed some work in that area, but what we're doing now is creating this new unit within ISO Central Secretariat about research and innovation. This is for first to gather data to prove the value of standards, but it's also to identify new areas of standardization for foresight activities. И здесь бюро как раз помогает в этом создании потенциала. Еще, конечно, создано это новое подразделение, которое занимается наукой и инновациями, и собираются данные для того, чтобы в первую очередь оценить ценность стандартов, но также это связано с предсказаниями того, что потребуется в будущем. So in concrete, we need GOST R working very closely with the Russian industry to fully understand the emerging areas and how things are evolving. And the second key component here is for this new unit to be able to take those emerging areas and to propose or to come back to members to propose new standardization items. И ГОСТ поэтому должен работать с отраслями, смотреть на то, что развивается. И второе, вот это новое подразделение по науке и инновациям должно доносить информацию о том, что будет развиваться, до государственных. Спасибо. Can I just speak to your? Did you have another question? Yes. Go ahead. Да, давайте. Вы сейчас затронули очень важную тему подготовку специалистов секретариатов и, соответственно, экспертов по стандартизации. Скажите, пожалуйста, какие шаги предпринимает ИСО для подготовки специалистов корпораций и фирм, организаций, которые занимаются промышленностью? Какие образовательные программы или какие стратегические задачи стоят перед ИСО в этом направлении для максимального расширения популяризации международных стандартов? Normally, we would see that as an outreach from the national standards body rather than from ISO itself. Но обычно этим занимается национальная организация по стандартизации, а не ИСО.
you have the contacts. If there is information that we can provide on the system or on all of that, then certainly we can help. But that would be something we would hope that the National Standards Body could do. У вас есть контакты, если вам нужна какая-то информация, она вам необходима, мы поможем, но в этой области мы надеемся, что международные, внутренние национальные организации по стандартам как раз будут этим заниматься. You mentioned innovation. Вы говорили об инновациях. And what I would suggest will work for you is to connect with those industries you already are connected with. Я бы предложил вам связаться с отраслями, с которыми вы уже связаны. I would guess that there are many innovative products and services coming out of Russian industry that would benefit from involvement in international standards. И мне кажется, что довольно много различных продуктов, которые инновационно какие-то отрасли создают в России, и им как раз помогут международные стандарты. Whether it is the Japanese technology called fine bubble technology. И это японская технология, которая называется fine bubble. And there's a technical committee on that. You have to look it up. Есть технический комитет, можете поискать. Or whether what we did in Canada was an outreach to all of our technical committees and said, tell us where you've got an innovative product and you can't get it into an international market. И в Канаде мы это сделали, мы обратились к техническим комитетам и сказали, посмотрите, где у вас инновационные продукты, чтобы их можно было вывести на международный рынок. We used some funding to help the industry come to the technical committee, to convince the technical committee that that product needed to be a change in the standard to take that product. And we've been successful in Canada in every one of those. You can do the same thing in Russia. У нас было какое-то финансирование, мы могли с техническими комитетами связаться, рассказать им о том, что делать с инновационными продуктами. Мы это делали в Канаде, то же самое можете сделать в России. You would prove to your industry the value of your organization, and you would prove to your government how valuable you are. А вы тогда докажете вашей отрасли, насколько ценна ваша организация, и вы докажете своему государству, насколько вы ценны. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, у вас еще есть достаточно времени, чтобы каждый успел задать тот вопрос, который хотел. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, у меня еще один вопрос касательно перспективных тем. Собственно, как я уже говорил, мы видим все перспективные темы в основном основаны на цифровых технологиях. И, на удивление, я не видел одну из самых актуальных тем сегодняшнего дня, это биотехнологии и биоинженерия. Собственно, хотелось узнать не ИСО, что думает об этой теме, и является она актуальной перспективой, насколько. Знаю, что коллеги из Соединенных Штатов сейчас особенно сконцентрированы именно на этой теме. Хотелось бы узнать вашу мысль. Yes, I think it's an excellent point, and I think we should take the lead from other organizations in other countries. If the U.S. are taking a lead on it, then ISO should be involved. But it will be one of the items that will come forward within strategy of ISO and approved by Technical Management Board. I mean, all of the biotechnology, bioengineering is part of the future. It's what I said earlier, there are too many priorities. Дело в том, что это замечательное наблюдение, если какая-то страна, Соединенные Штаты, если является лидером в этой области, да, необходимо, чтобы ИСО обратил на это внимание, и здесь мы говорим о стратегии, которая была одобрена техническим руководящим бюро. Я уже говорил, слишком много у нас приоритетов. I think the challenge for Russia is for you to set the priorities that are of greatest value to your industry and to your economy. Сложность для России – это обозначить приоритеты, которые будут самыми ценными для ваших отраслей и вашей экономики. Let ISO decide the international aspect
from your point of view, Russia is your priority. И ИСО уже занимается международными аспектами, но с вашей точки зрения ваш главный приоритет России. Yeah, from my side, I would say yes, definitely yes. Biotechnology is an important part of our strategy, it's an important part of the future. The theme for the year 2018 was Industry 4.0, and we discovered there that the boundaries of the physical world with the IT world and with the biological world are getting more and more blurry. We really don't know where the physical world ends and the IT world starts. So that are very important areas for the future development. Да, биотехнологии это важно, и опять же в 2018 году мы стали много говорить об четвертой технической революции, и здесь, когда мы говорим о мире цифровом, мире биологическом, мире физическом, они все уже начинают сливаться, мы уже не знаем, где заканчивается мир биологический, физический, и начинается мир цифровой, они уже воспринимаются вместе. And let me respectfully disagree with something you just said. И со всем уважением я бы хотел не согласиться с тем, что вы только что сказали. You said that all the emerging areas are IT related, and I don't think that is the case. Вы сказали, что все перспективные отрасли они связаны с IT. Это не совсем так. For example, aging society. We know. Например, стареющее общество. Вот почему на меня надо смотреть в этой ситуации. We know, according to UN data, that by the year 2050, over 2 billion people will be over 65. Мы знаем по данным ООН к 2050 году более 2 миллиардов человек, 2 миллиардов, будет старше 65 лет. I am one of them. Я один из них. What are we doing today to be prepared as a society to deal with 2 billion people over 65? I don't think we are doing enough. Как общество делаем для того, чтобы справиться с тем, что будет 2 миллиарда человек старше 65 лет? Я не думаю, что мы делаем достаточно. Of course, IT is very important, but there are many other emerging priorities and emerging challenges that we need to deal with starting today. Это очень важно, но много других возникающих приоритетов, сложностей, с ними надо заниматься, начиная с сегодняшнего дня. Пожалуйста, вопросы по зачету. Конечно. В настоящее время, Наталья Панкратова, секретарь ИСО. В настоящее время в ИСО разрабатывается целый ряд документов, типов документов по так называемой ускоренной процедуре FAST-TRACK. Судя по всему, быстро развивающиеся технологии вынудят появляться еще больше такого рода документов для того, чтобы документы ИСО были релевантны потребностям рынка. Не кажется ли вам, что это в какой-то степени перебивает основные принципы разработки международных стандартов, прозрачность, доступность, открытость и ряд других? И какие пути вы видите в устроении такого возможного противоречия? И может ли так быть, что в будущем просто сама жизнь, рынок заставит переименовать то, что мы сейчас называем ограниченным консенсусом, консенсус? There is a very fine balance in how that will all be handled. Здесь очень деликатный баланс того, как мы со всем этим будем справляться. We keep talking about speed of development. Мы постоянно говорим о скорости развития. But in doing that, some of the principles you mentioned suffer. Но когда мы это делаем, некоторые принципы, о которых вы говорили, из-за этого страдают. I hope some of the ways in which we involve people with virtual standards development or with online collaboration will still keep consensus as a main component.
Я надеюсь, что в некоторых случаях, когда у нас будет виртуальный подход, онлайн сотрудничество, все равно мы оставим консенсус в качестве ключевого компонента. But it is very difficult. I was a member of the Technical Management Board many years before Anton went on. Я был членом руководящего бюро, технического руководящего бюро за много лет до того, как Антон к нам присоединился. And every year we said we were going to find a way to reduce the time. И каждый год мы говорили, нам надо найти какой-то способ для того, чтобы меньше времени на это уходило. The benefit of our system and the weakness of our system is we depend on the technical experts. Что хорошо и что является слабым местом нашей системы, это то, что мы зависим от технических экспертов. And to say to a group of experts from industry, hurry up, you've got a deadline, you must meet this, we're going to lose them. Если мы будем говорить экспертам из отрасли, торопитесь, вот крайний срок, ничего не получится, тогда мы просто их потеряем. And I think we have to respect that. But we do need, as I said at the beginning, there is a fine balance. Going faster. И здесь тонкая грань между тем, что надо двигаться быстрее. Going faster, but maintain the basic criteria. Но все-таки соблюдать основные критерии. Thank you. There are no easy answers today. Легких ответов на вопросы сегодня нет. The system is changing so fast and so rapidly. Система меняется настолько стремительно. That's what's exciting about it, and I think that's what keeps a lot of us involved. Это здорово интересно, и мы все участвуем. It's not easy. Но нелегко. Скажите, вот мы сегодня очень много говорим об изменениях, о том, что мы все живем в эпоху изменений, что стандартизация живет в эпоху изменений. Но мы являемся национальным органом по стандартизации. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, вот ваше мнение, какие меры в нынешних условиях нас, как мы можем предпринять, как именно национальный орган по стандартизации? То есть я имею в виду меры государственной поддержки, меры дополнительного информирования. Какие вот наилучшие практики есть в этом отношении? How much time have we got? Half an hour. Well, as a national standards body, I think you need to focus on what is needed for Russia, for the governments, and for your economy and for your industry. Как национальная организация по стандартам вы должны фокусировать свое внимание на том, что требуется России, государству, экономике, отраслям. I will talk a little bit about my time as the CEO of the Standards Council of Canada. Я был руководителем Совета по стандартам Канады какое-то время. The national standards of Canada have decreased in number. Меньше стало национальных стандартов Канады. Our intention for every standard or any area that needs a standard is to look internationally. И наше намерение для любого стандарта, для любой области, которая нуждается в стандартах, это рассматривать все с международной точки зрения. Canada is a trading nation. We need to make products that are accepted around the world. Канада торгующая страна, нам необходимо создавать продукты, которые будут приниматься в различных странах мира. So following international standards is best for Canada. Для Канады самое лучшее следовать международным стандартам. That is very much understood by Canadian industry. It is Canadian government that needs the convincing. И отрасли в Канаде хорошо это понимают. Это государственным организациям требуется все разъяснять. The second thing that Russia can do is look at what is needed within a region.
И второе, что может делать Россия, это посмотреть, что требуется в регионе. In Canada, we're influenced so much by the United States that we look very much at what the big U.S. standards development organizations are doing. В Канаде настолько сильно влияние Соединенных Штатов, мы постоянно смотрим на то, что делают крупные организации по разработке стандартов Соединенных Штатов. To do that, I doubled the number of standards development organizations that Canada can use to develop Canadian standards. Делая это, все-таки я удвоил количество организаций, которые помогали разрабатывать канадские стандарты. Half of them, there are 9 now, half of them come from Canada, the other half are US standards development organizations that have to develop standards according to our rules. И половина, их 9 сейчас, половина это канадские организации, а половина американские, которые разрабатывают все в соответствии с канадскими правилами. So it's international first, then regional, then national is the very last. Международное, региональное, последнее, национальное. But even in the national area, there can be international implications. Но может даже в национальной области все это может влиять на международную ситуацию. An area that will be very familiar to Russia is the north of both of our countries. И то, что очень знакомо России, это север наших стран. So we recognize that the melting permafrost means that our construction standards are no longer valid. Мы признаем то, что тающая вечная мерзлота делает существующие строительные стандарты бесполезными. So we received funding from the government to have standards developed for melting permafrost. Мы получили финансирование от государства для того, чтобы разработать стандарты для развития районов тающей вечной мерзлоты. It's warmer, so there's more snow, so the buildings aren't strong enough. Теплее, больше снега, недостаточно сильно укрепленные здания. There's more snow, so there's more melting and there's more runoff. Значит, больше снега, снег тает, больше воды. Canada should be sharing those standards with Russia. Канада должна делиться этими стандартами с Россией. They're public documents, the government paid for them. Это документы, которые находятся в общем доступе, государство за них заплатило. So even when we followed the national standards process, that we believed that there was a regional or an international region. Даже когда мы занимаемся национальными стандартами, считается, есть и региональное, и международное применение. That's my quick answer. Вот так я быстро ответил на этот вопрос. Building on what was just mentioned by John, only one additional comment from my side. We have over 300 technical committees, but that is just the top of the pyramid. Mm-hmm. Below that, we have subcommittees, working groups, you name it. In total, all in all, is around 3,000 bodies working on the development of international standards. So the magic word there is prioritization. So my first piece of advice there is you need to connect your strategy with your national strategy. So the Russian government has a vision. Where is the country going? So you need to understand that global vision. Second, you need to see how do you want to, or how can you contribute to the achievement of that vision. And then it comes to the development of the national standardization strategy. You cannot be everywhere, and you cannot spend your resources in the same manner in all those 3,000 working groups. You need to understand where your priorities are and hopefully well aligned with the national strategy for development of this country. And then you need to put most of your energy and resources in those areas. So the development of a national standardization strategy would be a key priority from my point of view, and that is not only for GOST R, that is a national strategy. You lead it, but needs to represent the whole of your country.
Дело в том, что мы говорим о комитетах, около 300 комитетов у нас, но это только верхушка пирамиды, потому что под комитетами подкомитеты, рабочие группы, всего их уже не 300, а 3000. И здесь очень важное слово приоритизация. И какую рекомендацию могу дать? Дело в том, что существует какая-то государственная стратегия. У российского государства есть какая-то миссия, есть какое-то видение будущего. И необходимо национальной организации по стандартам помочь в каком-то исполнении, применении этой стратегии и претворении этого видения в будущее. Невозможно тратить деньги на работу всех 3000 подкомитетов и рабочих групп. Надо создать свои приоритеты и, соответственно, выделить ресурсы. Но главное – это помочь национальной стратегии. ГОСТ здесь должен вписаться в эту работу с национальной стратегией. Если будет позволено, если коллеги сегодня на встрече с председателем правительства упомянут про стратегию развития стандартизации или концепцию развития стандартизации в Российской Федерации, я думаю, все будут благодарны. Да, конечно, я поеду. We will say whatever he tells us to say. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Господин Уолтер уже ответил на мой вопрос частично, но я все-таки его задам. 71 год назад, когда создали ИСО, учредители договорились, что будет несколько официальных языков. Как вы считаете, какова судьба этих языков в ИСО? Как будет работать ИСО в будущем? Ваш совет мы уже услышали, когда вы отвечали на другой вопрос. Но как в будущем? Что в цифровой экономике, в цифровой стандартизации? Какова судьба языков? Yeah, it's an excellent question because it's a very troubling issue for me. Отличный вопрос, потому что он меня очень волнует. Серьезно волнует. And I didn't realize it as much until over the last 18 months I've been meeting with more technical committees. И я этого не понимал, а вот в течение последних 18 месяцев я все больше с техническими комитетами встречался. You work with IEC, you will know that IEC works entirely in English. IEC, вы с ними работаете, вы знаете, что только по-английски работают. I sincerely hope that as we move forward, there will be many different ways for languages to be translated. Я искренне верю, что по мере нашего продвижения в будущем будет несколько путей возможности перевода с разных языков. I don't think that moving entirely to English is the answer. Я не думаю, что переход только на английский язык является ответом. We have too many people from around the world in too many languages, and we must find a way to bring them into the system. Слишком много людей по всему миру, слишком много языков, и надо как-то их включить в систему. When I think of the changes, and I personally am older than ISO, so I can go way back. И когда я думаю об изменениях, я старше ИСО, поэтому я вообще вспоминаю то, что было очень давно. When I think back to the stories my grandfather told me Когда я вспоминаю, что дедушка мне рассказывал, working on a farm and driving a team of horses, they didn't have cars. Он на ферме работал, и у него были лошади, машин не было. Look at the changes in our world in the last 100 or 110 years. Посмотрите на изменения, которые произошли в мире за 100-110 лет. Or look at the last 10 years. Или 10. And so my hope is that there will be a way in which machines can translate for us. Я надеюсь, что как-то изобретут способ, чтобы машины для нас переводили. That will allow you to speak your language at any place in the world, be seen on a screen, and everybody hear in a language that they need to hear.
the answer is not to go everybody to English. И я надеюсь, что вы сможете говорить на вашем языке, а перевод будет виден на экране, или каждый услышит то, что вы говорите на своем языке. Я не считаю, что это может быть только английский. The short term is, unfortunately, it's mainly English. So for the short term, Краткосрочно, к сожалению, в основном английский язык. for the short term, I think that's just a reality, and you've got to try to find experts and technical people and secretariats who can communicate in that language. Either that, or we'd all better learn Chinese. Краткосрочно надо найти технический персонал, людей, которые смогут общаться по-английски, ну или это, или надо нам быстро изучать китайский. Быстро. Quickly. Learn English or Chinese, I don't know which one. Не знаю, английский быстро изучать, китайский, в общем, какой-нибудь. Without joking, China has made a great success out of using English as a way, a platform to advance their ideas, and everybody should do that. Но если кроме шуток, то Китай очень много сделал для того, чтобы английский язык использовать в качестве платформы для донесения своих идей, и все должны учиться у Китая. Спасибо. Thank you. Коллеги, есть еще вопросы? Я думаю, что нам имеет смысл на этом, наверное, поставить запятую. Запятую, потому что у вас еще впереди много встреч. Поэтому, если мы вас отпускаем, это не значит, что работа закончена. Спасибо большое. Спасибо большое всем за активность. Но осталось теперь внедрять все те советы, которые коллеги... Есть предложение сделать общую фотографию. It's part of the standard. Отлично, отлично. Это часть стандарта, групповая фотография. Да.